Ги де Мопассан. Натурщица. Городок Этрита, выгнувшийся полумесяцем, покоился под лучами палящего июльского солнца, сверкая ослепительно белыми обрывами, светло-серой галькой побережья и лазурью залива. По краям этого полумесяца высились две скалы с арками, малая справа и исполинская слева, протянувшие в спокойной воды одна — ножку карлика, другая — могучую лапу колосса, а островерхая колокольня, почти равная им высотой, широкое в основании и стройная к вершине, вонзалась в поднебесье своим заостренным шпилем. У самой кромки прибоя, вдоль береговой линии, устроилась толпа зевак, наблюдающих за купающимися. На площадке перед казино теснилась и прогуливалась другая толпа, развернув под сияющим небосводом пестрый цветник нарядов, где олели и синели зонты с вытканными шелком огромными цветами. С краю площадки, поодаль от разодетой и суетливой публики, неспешно прохаживались солидные и важные персоны. Молодой человек, прославленный живописец Жан Зюммер, с угрюмым видом шагал рядом с коляской, в которой полусидела юная женщина, его супруга. Слуга бесшумно катил впереди себя колесное кресло, и несчастная калека печальным взглядом провожала веселое небо, радостный день и всеобщее веселье. Они не обменивались словами. Они не глядели друг на друга. «Давай остановимся на минутку», — промолвила молодая женщина. Они остановились, и художник присел на складной стульчик, поданный слугой. Люди, проходившие мимо этой застывшей и безмолвной пары, взирали на нее с печальным участием. Уже сложилась целая легенда о супружеском самопожествовании. Шепотом передавали, будто он женился на ней, невзирая на увечья, растроганный ее любовью. Неподалеку от них, усевшись на кнехте, беседовали двое молодых людей, уставившись в морскую даль. «Нет, это ложь, заверяю тебя, я близко знаком с Жаном Зюммером». Но зачем же он на ней женился? Говорят, она и до брака была калекой, правда? Совершенно верно. Он женился. Ну, почему вообще женится, черт побери? По глупости. Ну, а еще почему? Еще. Да просто так, дорогой мой. Кто глуп, тот и поступает глупо. И потом, тебе ведь известно, художникам особенно везет на нелепые браки. Чуть ли не все они женятся на натурщицах, своих бывших любовницах, словом, на женщинах с подмоченной репутацией. Отчего? Кто их разберет? Казалось бы, наоборот, постоянное соседство с этой глупой породой индюшек, прозванных натурщицами, должно бы навеки отвратить их от особ подобного рода. А нет. Сперва натурщица позирует им, а затем выходит за них замуж. Почитай-ка жен артистов, Альфонсо Даде, какая правдивая, беспощадная и восхитительная книга. Что до вот этой парочки, их случай совершенно особый, поистине трагический. Эта малютка разыграла целую комедию, или, вернее, ужасающую драму. По сути, она поставила на кон все, чтобы добиться своего. Была ли она искренна? Любила ли она Жана? Кто знает. Разве возможно определить, где притворство, а где правда в женских поступках? Они всегда искренни, хотя их настроения меняются без конца. Они бывают гневливы, преступны, самоотвержены, великодушны и низки, повинуясь каким-то своим неуловимым побуждениям. Они лгут непрестанно, ненамеренно, безотчетно, бессознательно, но, несмотря на это, остаются абсолютно правдивыми в своих ощущениях и переживаниях. Это выражается в их необдуманных, неожиданных, непостижимых, безрассудных поступках, которые рушат все наши расчеты, укоренившиеся привычки и эгоистические соображения. Их внезапные, вздорные выходки навсегда остаются для нас неразрешенной загадкой.
Мы вечно задаемся вопросом, искренне они или лживы? По существу, мой милый, они и искренне и лживы одновременно, ибо им свойственно доводить до крайности любые чувства, даже те, которых они на самом деле не испытывают. Взгляни, на какие уловки пускаются самые порядочные женщины, чтобы добиться от нас желаемого. Средства эти одновременно и сложны, и просты. Так замысловаты, что их невозможно предугадать, так примитивны, что, поддавшись им, мы сами в изумлении вопрошаем: как? Неужели она сумела так запросто мною помыкать? И они всегда достигают своего, старина, в особенности, когда вознамериваются женить на себе кого бы то ни было. Но вернемся к истории Зюммера. Жена его, само собой, натурщица. Она позировала в его мастерской. Была она миловидна, весьма изящна, казалось, сложена божественно. Он увлекся ею, как увлекаешься всякой маломальски привлекательной женщиной, если видишь ее часто. И вообразил, будто любит ее всем сердцем. Удивительное дело. Стоит вам почувствовать влечение к женщине, и вы уже свято уверены, что не сможете без нее прожить до конца своих дней. Вы отлично знаете, что с вами это уже бывало, что всякий раз после обладания наступает пресыщение, что для совместной жизни с другим существом нужна не грубая плотская страсть, угасающая чрезвычайно быстро, но родство душ, характеров и наклонностей. Поддаваясь увлечению, надобно уметь различать, чем оно порождено, чарующей внешностью, особым родом чувственного опьянения или же глубоким душевным очарованием. Как бы там ни было, он вообразил, что любит ее, надавал ей клятв и обещаний, и они зажили вместе. Она и впрямь была весьма хорошенькой и обладала тем простодушным изяществом, каким часто наделены парижанки. Она щебетала, ворковала, несла вздор, который в ее устах казался остроумным, так забавно она его подавала. В любой миг она умела принять грациозную позу, способную пленить взгляд художника. Когда она закидывала руки, или наклонялась, или садилась в экипаж, или протягивала вам пальчики, движения ее были безукоризненно красивы и естественны. Целых 3 месяца Жан не замечал, что, по сути, она такая же, как все ее соперницы. На лето они сняли виллу в Андрезе. Я гостил у них в тот вечер, когда в душу моего друга закралось первое сомнение. Стояла восхитительная лунная ночь, и нам пришло на ум прогуляться по берегу реки. Луна заливала покрытую рябью воду целым дождем света, рассыпая золотистыми отсветами по водоворотам, по струящемуся течению, по всей широте плавно катящейся реки. Мы бродили вдоль берега, слегка опьяненные тем смутным волнением, что вызывают подобные волшебные ночи. Мы грезили о сверхчеловеческих подвигах, о любви к неведомым созданиям, прекрасным и поэтичным. Мы ощущали трепет восторга, желаний, неслыханных стремлений. И мы молчали, околдованные свежей, живительной прохладой этой очаровательной ночи, лунной прохладой, что будто проникает в плоть, пронизывает тебя, обволакивает душу, осеняет ее благоуханием и переполняет счастьем. И вдруг Жозефина, ее зовут Жозефиной, воскликнула: «Ой! Видел, какая большая рыба плеснулась?» Он отозвался, не глядя, думая о своем: «Да, дорогая». Она рассердилась. «Нет, ты не мог его видеть, ты же стоял ко мне спиной». Он усмехнулся. «Ты права. Здесь так прекрасно, что я позабылся». Она приумолкла, но спустя минуту не выдержала и снова спросила: «Поедешь завтра в Париж?» «Честно, не знаю», — пробормотал он. Она вновь вспыхнула. «Неужели, по-твоему, весело гулять, рта не разевая?» Люди разговаривают, если они не идиоты.
Он не отвечал. И тогда, прекрасно чуя своим испорченным женским нутром, что выводит его из себя, она принялась напевать тот приставучий мотив, что у всех нас в ушах звенит вот уже 2 года. Глядел я в небеса. «Умоляю, замолчи», — прошептал он. «С какой это стати мне молчать?» Взвизгнула она в ярости. Он ответил: «Ты разрушаешь все очарование пейзажа». Разразилась сцена, безобразная, нелепая, полная неожиданных упреков, вздорных обвинений, в довершение всего — слез. В ход пошло все. Они повернули назад. Он не останавливал ее, не возражал, ошеломленный божественной истомой вечера и оглушенный этим градом пошлости. Спустя 3 месяца он отчаянно бился в невидимых и неразрывных сетях, какими подобная связь опутывает всю жизнь. Она держала его крепко, изводила, терзала. Они ссорились с утра до ночи, бранились и даже доходили до рукоприкладства. Наконец он решился покончить с этим, порвать во что бы то ни стало. Он распродал все свои холсты, занял денег у приятелей, собрал 20 000 франков. В ту пору он был еще мало известен, и однажды утром оставил их у нее на камине вместе с прощальной запиской. Он нашел пристанище у меня. Часа в 3 раздался резкий звонок. Я пошел отворять. На меня кинулась какая-то женщина, оттолкнула, влетела в прихожую и ворвалась в мастерскую. Это была она. Увидев ее, он встал со своего места. Жестом, исполненным подлинного достоинства, она швырнула к его ногам конверт с банкнотами и отрывисто бросила: «Вот ваши деньги. Они мне не нужны». Она была смертельно бледна, вся дрожала, по всему видно, готова была на любое безумство. А он тоже побледнел от гнева и ярости, и тоже, очевидно, был на все готов. Он спросил: «Что вам от меня нужно?» Она ответила: «Я не позволю, чтобы со мной обращались, как с уличной девкой. Это вы за мной ухаживали, вы меня соблазнили. Я ничего у вас не требовала. Возвращайтесь ко мне». Он топнул ногой. «Ну уж нет, это чересчур. Если ты воображаешь». Я схватил его за руку. «Замолчи, Жан. Дай мне сказать». Я подошел к ней и тихо, осторожно начал уговаривать. Я испробовал все доводы, какие обычно приводят в подобных случаях. Она слушала меня молча, не двигаясь с места, со стекленевшим, неподвижным взором. В конце концов, не зная, что еще сказать, и чувствуя, что дело принимает скверный оборот, я отважился на последнее средство. Я заявил: «Он все так же любит тебя, душенька, но его родные хотят его женить, и ты сама понимаешь». Она вздрогнула. «А, вот в чем дело. Теперь я понимаю». И повернулась к нему. «Ты женишься?» «Да», — отрезал он. Она рванулась вперед. «Если ты женишься, я покончу с собой». «Слышишь?» Он пожал плечами. «Ну что ж, кончай». Она проговорила, запинаясь, сдавленным от отчаяния голосом. «Что ты сказал?» «Что?» «Повтори». Он повторил. «Кончай с собой, раз уж тебе так хочется». Все такая же бледная, как полотно, она прошептала: «Не доводи меня. Я выброшусь в окно». Он рассмеялся, подошел к окну, распахнул его настежь и с поклоном, словно уступая даме дорогу, как галантный кавалер, воскликнул: «Милости просим. После вас».
Секунду она смотрела на него неподвижным, отчаянным, безумным взглядом. Потом, с разбегу, будто собираясь перепрыгнуть через изгородь, она пронеслась мимо меня, мимо него, вскочила на подоконник и исчезла. Никогда не изгладится из памяти страшное впечатление от того раскрытого окна, в котором только что мелькнуло падающее тело. В тот миг оно показалось мне безмерным, как небо, и пустым, как сама бездна. Я невольно отпрянул, не смея взглянуть вниз, словно сам мог сорваться. Жан в ужасе застыл на месте. Бедную девушку подняли со сломанными ногами. Она навсегда лишилась возможности ходить. Ее возлюбленный, обезумев от раскаяния, а возможно, и тронутый ее отчаянным поступком, взял ее к себе и женился на ней. Вот и вся история, дорогой мой. Между тем вечерело. Больная зябла и пожелала возвращаться, слуга вновь покатил ее кресло по направлению к поселку. Художник шагал рядом с женой, и за целый час они не обменялись ни единым словом. Дамы и господа, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории. Пишите свои впечатления и мысли в комментариях, мне будет приятно пообщаться с вами.